Это снова канал Что-то Медиа, это снова Сандро. И сегодня мы смотрим на матч молодежной сборной Грузии Ю-17. Брат Хвичи Кварацхелия, на что он способен и вообще на что способна эта сборная, узнаем совсем скоро. Погнали! Друзья, для тех, кто не знает, каждые 2 года проводятся турниры, чемпионаты Европы для всех возрастов, Ю-17, Ю-19, Ю-21. Но если про Ю-21 мы с вами уже очень много слышали и регулярно следим за матчами. Кстати, кто не знает, уже билеты начали продаваться на матч ноябрьский, который, кстати, пройдет именно в Тбилиси. Будет матч против сборной Германии. Неудачно стартовала молодежка Грузии, было 2 ничьих, таких нелепых, на мой взгляд, с Северной Ирландией, и потом еще с Латвией, но ничего, вот следующий матч потом выиграли, там уже Харибашвили зажигает, кто знает, может быть, тот же Кварацхелия молодой туда и присоединится, посмотрим, ему пока совсем 15. А сейчас команда Ю-17, что здесь важно знать? Ну, конечно, Ю-17 это совсем юнцы, скажем так, и здесь нет никаких, не то что даже известных, а вообще нет никаких легионеров. По сути, это все вот продукт системы грузинского футбола, которая, ну, давайте прямо скажем, сейчас не в лучшем состоянии находится, клубный футбол. Мы знаем, на каком месте, ниже 50-го, и Гибралтар уже обыгрывает польские команды, а грузинских клубов вообще нет в этой стадии Еврокубков. Но, тем не менее, давайте о хорошем. Сборная Грузии попала в такую мини-подгруппу из 3 команд. Там были Греция и Исландия. Вот первый матч в минувшие выходные команда проводила против исландцев. Большое внимание было, этот матч транслировали. И вроде бы Грузия неплохо играла, но получила 1-5. После этого исландцы благополучно также Грецию обыграли, причем в меньшинстве, вели 3-1, потом в десятером 3-3 и 4-3 в итоге дожали, довели матч до победы. И фактически матч между сборной Грузии и сборной Греции превратился в своего рода плей-офф. Ну, конечно, не того масштаба, который мы видели, когда боролись эти команды за евро, уже за путевку, взрослые команды в марте 2024 года, но тем не менее стадион был достаточно заполнен, играли на Месхи-2, и я решил тоже на эту игру отправиться, ну, наверное, прежде всего, чтобы посмотреть на Торники Кварацхелия, который, кстати, оказался в старте, и было вообще интересно глянуть, как он себя проявит. Знаете, многие говорят, что не нужно сравнивать его с Хвичи, но, несмотря на все эти разговоры, он играет под 7-м номером, и он играет на левом фланге, поэтому как, черт возьми, можно его не сравнивать с Хвичи? Но я, наверное, добавлю, что ему все-таки 15, а это Ю-17, и, ну, наверное, тяжеловато ему с парнями постарше. Тем более, что, ну, знаете, 17 и 15 это все-таки большая разница, это не 20 и 21. И вот если в первом матче Торники вышел на замену, то здесь он вышел в старте. И в первом тайме он был на дальнем от меня фланге, потому что сборная Грузии играла, ну, получается, противоположные ворота у него были, и не так я много видел там игру Торники, но я за ним пристально следил. Было несколько передач, вот давайте посмотрим. Опасная была подача, но вот не реализовывали моменты грузинские футболисты. Ну, а выделялся, конечно, Андреа Бартишвили, это главная звезда этой сборной, он постоянно там раскидывал соперников, раздавал, креативил. И вообще, знаете, как в основной сборной периодически, ну, наверное, даже несколько лет назад было, что отдавали мяч Хвичи, и он что-нибудь придумает, то вот здесь отдавали мяч именно Андреа и надеялись, что он что-то придумает. Он придумал частенько, иногда это доходило даже до ударов по воротам, но, к сожалению, сборная Грузии долго забить не могла. И, знаете, я по ходу первого тайма сделал прогноз, к сожалению, это не записал, но я сказал, что будет, наверное, 1-1, и причем Грузия забьет первый. Ну что, первый тайм закончился, пока по нулям. Ну, знаете, я не вижу, ну, например, того, что было в матче взрослых сборных Грузии и Турции, что вот не по зубам, что соперник сегодня намного сильнее. Вообще такого нету. Примерно равная игра, все могут забивать. Не скажу, что Квара как-то выделяется, но интересно за ним следить, тем более, что во втором тайме он здесь будет на нашем фланге, будет больше видео, поэтому, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь. Теперь у нас на канале не только один Кварацхелия, их будет целых 2.
И я надеюсь, что за сборную они тоже рано или поздно сыграют, за взрослую, и мы вместе посмотрим. Хотя, знаете, то, что брат Хвичи взял себе 7-й номер, играет на левом фланге, и при этом говорит: не сравнивайте меня с Хвичи, но это немного странно, на мой взгляд. И вот что вы думаете, заканчивается перерыв, и в начале второго тайма отличается сборная Грузии. Давайте посмотрим, как это было. Вот главная звезда этой команды — Андреа. Scored by Andrea Bartishvili, number 11. New score 1-0. И вот после этого гола, хотелось, чтобы Грузия не садилась на свою половину, не пыталась это удержать, потому что 49-я минута, еще очень много играть, но, к сожалению, буквально сразу же команда села, начали возникать моменты, и вот уже второй штрафной, посмотрите, чем закончился. რომელიც თამაშობდა 8 ნომრით, მოედანზე გამოვიდა სარაფიანოს, პაპა სარაფიანოს, ნომერი 20. Счет 1-1. Это совсем не приговор, тем более, что Бартишвили, реально был одним из лучших, да, может быть, и лучшим вообще. Он и гол забил, и вообще был очень активным. Ну и посмотрите, какие порой ему удавались выходки на чужой половине поля. Нырнул, говорит, нырнул. Еще и желтый Бартишвили. Сейчас еще не удалил бы за аплодисменты. Позднее Кварацхелия был заменен. И Грузия пропускает второй мяч. Обидный. Как-то нелепо там сыграли в обороне. Вы знаете, вот как всегда, грузинская команда увлеклась и гол в свои ворота получила. Вот и второй, друзья. Ай-яй-яй-яй. Goal for Greece, scored by Sarafianos, Papa Sarafianos. Бартишвили начал смещаться на левый фланг и в центр, и появился еще свой Микаутадзе, который, кстати, не имеет никакого отношения к Жоржу, но, тем не менее, было классно, что вот Микаутадзе и Кварацхелия в этой команде тоже были. Но, знаете, вот все время чего-то не хватало. Не хватало точности ударов, не хватало завершения, и вроде бы сборная неплохая, но вы понимаете, что команда юная, тут всего 2 матча. И, к сожалению, вот если посмотрим статистику этого года, то сборная Грузии Ю-17 просто катастрофически выступает, одни поражения, и здесь тоже дело закончилось поражением. Но давайте подметим какие-то хорошие моменты, позитивные. Они были. Мне понравилась игра вратаря этой команды, игра капитана этой команды. Я, извините, конечно, по фамилиям всех не запомнил, но вот сейчас титры выдам специально, чтобы вы могли знать, потому что на флеш-скоре даже фотографии не всех есть. Андреа Бартишвили, очевидно, что большой талант, и я думаю, что его ждет большое будущее. Главное — не снижать к себе требования и продолжать прогрессировать. Был на матче и Бадрик Кварацхелия, отец Хвичи. Я уж не стал к нему подходить. Но мы после игры немножечко пообщались с Антоном Емельяненко, который следит за грузинским футболом. Давайте посмотрим, что он сказал об этом матче. Антон, многие жалуются, что ты скептик, но все равно скажи, есть что позитивного ты сегодня увидел в составе этой сборной? На самом деле, нормальная команда, это Ю-17. Они все техничные, все там пас могут отдать, пробить. Они только забивают не могут, но это научатся еще. Вот Бартишвили, да, 11 номер, да? Крутой чувак, вот Саша нарежет, вам покажет все. Мы покажем это. Что скажешь про Торники Кварацхелия? Сегодня про него нечего сказать. Я в прошлом матче видел его, он как раз вышел, играл вот на этой бровке здесь около нас. Он техничный, интересный, тоже ему всего 15, так что еще все впереди. Батя его говорил, что он вообще круче Хвичи будет, так что я слышал, посмотрим, что будет. А так кого выделить? Некого пока выделить.
Будут дальше. Но Бартишвили кто-нибудь купит обязательно, я думаю. Вон писали, Никола Скира писал, что его Ювентус вообще соберет. Так что. Сборная Грузии на последнем месте в этой подгруппе, но, знаете, здесь, наверное, главный не результат, а что будет дальше с этими футболистами, как они себя проявят, перейдут ли в Ю-19, как будет дальше играть Кварацхелия. Вот эти все вопросы у меня остаются. Пишите, как вам игра этой команды, что вам конкретно понравилось. И вообще, стоит ли освещать футбол вот этих юношеских молодежных команд в Грузии, потому что, ну, я понимаю, что просмотров будет очень мало у этого видео, поэтому, друзья, поставьте лайк, чтобы у меня была мотивация продолжать, тем более сейчас я в Тбилиси, футбола будет больше, постараюсь освещать и местные команды, местный чемпионат, местный кубок, хотя, конечно, там слезы и больно смотреть и на результаты команд, в том числе в Европе, но я верю, что грузинский футбол еще вернется на былые позиции и подъем неизбежен. Вам спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. До новых встреч. Нахвамдис. Это поражение. Ну что, пару слов сейчас. დღევანდელი მატჩი საბერძნეთის ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა. Final result 1-2 for Greece.